Дорогие друзья, всем большущий привет! Меня зовут Андрей, и я вторая половинка нашего дуэта YouTube-канала «Карева. Жизнь на Кипре». Сегодня я хочу вместе с вами прогуляться по нашим горам, которые находятся недалеко от нашего дома в Алсанжаке. Так как я бывший спортсмен, хоккеист, я не представляю свою жизнь без спорта. И поэтому кардионагрузка, прогулка на горах – это очень и очень здорово для здоровья. Так что давайте прогуляемся вместе со мной. Я немножко расскажу о себе и посмотрим на всю красоту, которая открывается нашему взгляду. Хочу немножко о себе рассказать, потому что задают вопросы. Юля спрашивает, кто твой муж, почему он не появляется. Ну, потому что я очень скромный. Вообще, я бывший хоккеист. Родился я в России, 18 лет приехал в Беларусь, потому что позвали играть за сборную. И так я остался. Там мы познакомились с Юлей, родилось 2 деток. Ну, я с 5 лет занимался хоккеем, сначала в России, потом в Беларуси. Участвовал в чатах мира, в Олимпиаде. И буквально пару лет назад закончил. Потом один мой хороший знакомый предложил нам закончить школу Ютуба. Мы ее закончили и начали вести свои YouTube-каналы. Сначала мы создали канал о спорте, а потом, когда переехали сюда, сделали такой travel-канал о нашей жизни на Северном Кипре. И вот я отвечаю за техническую часть, за общее развитие. С этой стороны гор, со стороны Алсанжака, все очень зелено, тут очень много хвои. Тут насколько я знаю, даже астматики, когда приезжают, когда они гуляют, живут вот в этом воздухе, когда много хвои, морской воздух, они перестают пользоваться многие лекарственными средствами для улучшения дыхания. Просто посмотрите, какая зелень. Запаха я не могу вам передать через камеру, к сожалению, но просто потрясающе. У кого есть проблемы с дыханием после коронавируса, вам просто показано приезжать сюда. У меня мама, когда приезжала, она с осложнением после коронавируса очень плохо дышала. После того, как она тут месяц побыла, она уже почти не пользовалась никакими лекарствами. Каждый день она почти ходила в горы, гуляла на море, купалась. Это было в ноябре. И ей стало намного лучше. Почему мы решили переехать на Северный Кипр? Ну, во-первых, потому что тут классный климат. Тут правда говорят, что 9-10 месяцев в году можно ходить в майках и максимум одеть кофту. Пока маленький ребенок, я считаю, что для него дышать морским воздухом, находиться в этой атмосфере будет намного полезнее, чем сидеть где-нибудь в Минске, где сейчас -2, 90 дней не бывает солнца, слякоть. Я считаю, что для него это будет намного лучше. Во-вторых, тут довольно-таки дружелюбные цены, то есть можно и спокойно купить недвижимость по хорошей цене, и цены на продукты не дороже, чем в Минске. Мы изначально вообще не планировали переезжать сюда жить, но пожив 3-4 месяца, мы поняли, что это наше место, что нам тут нравится. То есть мы себя чувствуем тут очень комфортно, тут очень дружелюбные, приветливые люди, нам тут довольно-таки хорошо. Смотрите, какое классное дерево. Сколько ему лет, неизвестно. Все в шишках. Растет прямо на краю обрыва. Супер. Друзья, вот мы на самой вершине. И вот отсюда можно очень хорошо видеть все Киренийское побережье, начиная от Каршияки с левой стороны и заканчивая Карпазом. Когда ты живешь в большом городе, ты себя ловишь на мысли, что, особенно когда тебе уже под 40 лет, тебе хочется какого-то более спокойного места, чтобы не было. То есть выходишь, даже бывает, открываешь окна, везде постоянно машины, какой-то шум. Это все равно действует на нервную систему. И вот
Конечно, когда вот нам подвернулся такой шанс переехать сюда, мы решили им воспользоваться. И заметили по себе, становишься намного спокойнее, когда у тебя постоянно солнышко, когда у тебя постоянная тишина, то есть открываешь окно, поют птички. Это нам очень нравится. Мы не любим такие гламурные места, где любят кидать понты. Ну, поверьте, что я уже за свою карьеру, я заработал много денег, что могу, в принципе, уже и не работать. То есть мы купили, у нас есть дома, квартиры, которые мы можем сдавать и просто жить. Но все равно, то есть, насколько я привык жить в таком ритме, то есть постоянно какой-то режим, постоянно надо что-то делать. И поэтому мы сделали свой YouTube-канал. То есть мы хотим помочь людям, которые хотят так же, как мы, что-то поменять в своей жизни, переехать на Северный Кипр. Мы хотим рассказать обо всем, обо всех этих подводных камнях, кому надо сюда переезжать, кому не надо, зачем сюда переехать, чем тут можно заниматься, сколько стоит жилье, автомобили. То есть все вот эти моменты, которые интересны людям. Мы стараемся их донести и обо всем рассказать. Друзья, не бойтесь менять свою жизнь. У вас она одна. Ведь все большие дела начинаются с маленьких шажочков. Сегодня вы подумали, что вы хотите переехать жить на море, а через какое-то время вы это осуществили. Это все не так уж и сложно. Старайтесь жить для себя. Жизнь она одна, и не надо ее откладывать на потом. С вершины открывается весь Алсанжак, как на ладони. Ведь это довольно-таки такая плотная застройка. Почему плотная застройка? Потому что это одно из самых популярных мест. Сейчас тут, в принципе, можно ходить безопасно, но на летний период тут очень много змей. Самая опасная змея – это на Кипре черная гадюка, ядовитая, но в последнее время от нее вроде никто не погибал, насколько нам сказали. Вообще зима на Кипре – это самое классное время, самое красивое, когда все начинает расцветать. Вот посмотрите, я не знаю, что это цветы, по-моему, это ландыши или тюльпаны. Вот буквально, я думаю, через несколько дней тут все будет цвести, потому что июль, сентябрь, август, тут все было выжжено, все было желто. Сейчас уже выросла травка, начинают вырастать цветочки. Так что я думаю, тут еще месяц, и тут можно будет ходить как по оранжерее. Друзья, сейчас хочу ответить на несколько вопросов, которые вы задавали в Телеграме, WhatsApp и лично мне. Почему хоккей? Начнем с того, что я родился в маленьком городе в Подмосковье. Город называется Эль-Кросталь. И там очень развита хоккейная школа, очень сильная. И у нас как бы вариант был только один. Либо ты хорошо занимаешься хоккеем, куда-то пробиваешься, зарабатываешь деньги, либо идешь работать на завод. Зуб я, как вы можете догадаться, потерял на хоккейной площадке. Это мне было 19 лет. Ударили по лицу клюшкой, наложили 48 швов. Зуб так я и не нашел. Через год я где-то поставил новый. И через несколько месяцев мне вывели его опять. После этого я уже до конца карьеры решил его не ставить, но у меня есть вставной. Я его ношу с собой и одеваю на особо торжественные случаи. До 18 лет я играл в России. Я играл в Москве за команду «Русь», в Эль-Кростале за команду «Кристалл». По 85 году рождения. Играл до 17 лет за сборную России. То есть мы играли у нас в команде Саша Овечкин, я его хорошо знаю. И много других. Женя Малкин, то есть много других известных ребят. После этого, опять же, когда я участвовал в Олимпиаде, мы играли против лучших игроков мира, играли против шведских игроков, которые играют в НХЛ, финских. Их всех не называешь, Тему, Селяне, Петр Форсберг, очень много разных известных хоккеистов. Сейчас мы подходим к дому. Тут живет семейная пара англичан.
И у них живет около 15 собак. Почему я так об этом уверенно говорю? Мы как-то летом гуляли и встретили эту пару с этими всеми собаками на прогулке в горах. Мы спросили, сколько у вас живет собак? Они сказали, 15. Сейчас еще родятся щенята и будет 18. Хотя, может быть, уже даже и 18 собак. Вот такой огромный дом. Пальмы. Ну что, ребята, подошла к концу наша прогулка по горам нашего замечательного города Алсанджака. Спасибо, что смотрите нас. Хочу сказать, что у нас с вами небольшой юбилей. У нас недавно было 500 подписчиков на нашем канале. Спасибо огромное, что вы нас смотрите, подписывайтесь. Мы будем стараться делать для вас супер качественный контент. Пишите в комментариях, что вам интересно, и мы обязательно будем все это снимать. Все, до новых встреч, ребят. Пока-пока.